Итак, друзья, мы запускаем DaVinci Resolve. У меня довольно быстро запускается на Windows 11. И мы создаем новый проект. Я не буду его называть, чтобы сэкономить время. И просто я перенесу клипы, с которыми я буду работать, прямо в медиатеку. Вот таким образом. Итак, что у меня получается? У меня есть один файл, это рисуночек PNG, это самолетик, а другой файл это карта, по которой он будет лететь. Перехожу во вкладку «Монтаж» или во вкладку «Edit». Теперь перехожу мышкой в медиатеку, кликаю на правую кнопку мыши и создаю новую композицию на странице Fusion. Здесь я могу дать этой композиции имя, выбрать частоту кадров, с которой у меня видео, ну скажем 25 кадров в секунду, и кликаю «Создать». Таким образом у меня есть Fusion композиция, я ее помещаю на тайм-линию. Выделяю и перехожу во вкладку Fusion. Во вкладке Fusion у меня есть Media Out, это то, что у меня будет на выходе. Немножко я так окна поменьше здесь сделаю. И просто в эту вкладку я переношу свою карту. Это у меня нода карты. Нажимаю клавишу F2 и переименовываю ее. Пишу «Карта». И теперь я могу увидеть, как она выглядит у меня в левом окне. Теперь я ее соединяю с Media Out и вижу ее в правом окне. Ее необходимо изменить в размере, поскольку она получается меньше, чем у меня экран. Поэтому я добавляю сюда ноду Resize. И в ноде Resize я выбираю Auto Resolution. И таким образом у меня получается размер 1920 на 1080. Вот перехожу во вкладку Edit и вижу, что полностью мой экран заполнен. Кроме этого, я могу изменить теперь немножко цвет моей карты, добавив сюда ноду. Выделяю ноду Resize и добавляю ноду Color Corrector. И здесь могу уменьшить насыщенность. Таким образом у меня самолетик будет, можно будет видеть лучше. Ну еще можно изменить тут Hue, это оттенок, больше-меньше, но это не обязательно в данный момент. Итак, убираем насыщенность. Вот у меня карта получается менее насыщена и самолетик будет лучше видно. Добавляю самолетик сюда и нажимая клавишу F2 переименовываю эту ноду. Самолет. Кликаю ОК. И теперь я вижу наш самолетик в левом окне. Я его беру и добавляю вот сюда к Color Corrector. Здесь образовывается у меня нода Merge. И как раз вот в ноде Merge мы будем наш самолетик двигать. Если все ноды выделить и нажать на колесико мыши, то можно ноды передвинуть вниз и расположить удобно на экране, чтобы все было хорошо видно. Кликаем по пустому полю и возвращаемся в первоначальное положение. На Media Out кликаем на 2 и видим, что у нас получается самолет очень большой. Поэтому к ноде самолет добавляем ноду Transform. И в этой ноде Transform мы уменьшим размер самолета и развернем его. Вот, пусть он у нас будет такой маленький, и теперь мы его развернем. Мы его развернули, как нам надо. Давайте еще чуть-чуть
развернем, чтобы он у нас по диагонали летел. И переходим в ноду Merge. Когда мы перешли в ноду Merge, мы должны убедиться, что наш движок стоит в начале нашей композиции вот здесь. И перенесем наш самолетик в начало, вот в этот угол, откуда он у нас будет совершать свой полет. И здесь мы ставим ключевую точку. Теперь мы наш движок передвигаем в конец нашей композиции и также передвигаем наш самолетик вот в конец другой на нашем рисунке, скажем так. И мы видим вот линию, траекторию, по которой будет лететь наш самолетик. Переходим во вкладку Edit и ждем, пока наша композиция будет отрендерена. В это время вот эта красная линия изменит свой цвет на синий. Здесь можно еще в воспроизведении включить кэширование. Оно у нас включено, поэтому после этого воспроизведение будет происходить нормально, без каких-либо заминок и запинок. Другими словами, мы получим плавный плейбэк. Итак, рендер произошел. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Видите, как у нас двигается самолетик. Очень интересно все получилось. Немножко можно сделать это побольше и еще раз показать. Теперь давайте с вами перейдем во вкладку Fusion и изменим нашу с вами траекторию. Вот можно кликнуть на вот эту точку, и у нас появятся вот здесь такие удлиняющие элементы. Сейчас я их уменьшу. Здесь сделаю меньший масштаб. Вот. И таким образом я могу изменить эту траекторию. Вот если я кликну по вот этим точкам, за вот эти ручечки можно изменить траекторию. Если кликнуть на этой линии, то можно добавить еще одну точку и нашу линию сделать, допустим, такой, подвинуть, ну и так далее. Можно таким образом добиться любой формы линии, которая нам нужна. Поэтому сейчас мы переходим опять во вкладку «Монтаж» и посмотрим после рендеринга, какая получилась у нас траектория. Итак, рендеринг завершился. Смотрим, что у нас получилось. Видите, самолет у нас получился движущимся по другой траектории. Таким образом, сегодня мы с вами, друзья, увидели, как сделать движение объекта в кадре при помощи нескольких нод. И если вам это видео понравилось и было полезным, пожалуйста, подписывайтесь на канал. И до встречи в новых видео на моем канале по DaVinci Resolve.